Всем привет, друзья, и наконец-то я освободился от своих всяких карантинных мероприятий. В общем, все, работа начинается, и начнем мы, наверное, все-таки с Форда. Есть некоторые моменты по Хонде, но об этом в другом видео. Про Хонду все-таки, да, видос сниму. Фордец за время моего отсутствия нифига сам не сделался. Ну, это ожидаемо. Поэтому будем сейчас работать 24/7, чтобы как можно скорее выехать. Да, я очень рад, что наконец-то в гараже, вот по этому делу я очень скучал. Кратенько о том, на чем мы закончили и что не вошло вообще в видео. То есть мотор установлен, подошел даже кардан, то есть тачка сейчас собрана со штатным мостом, подвеску заднюю скорповую пока не вваривал. И думаю, пока поезжу на стоковом мосту, чтобы посмотреть, как вообще работает мотор, коробка, может какие-нибудь косяки вылезут. Единственный момент, нужно будет немного повозиться с выхлопом, чтобы все это приварить, красиво сделать. Но это ерунда. Далее будет топливная система, это нужно будет провести топливный насос, провода к нему, там все шланги подключить, подачу, обратку. Также перед этим промыть бак от солярки, потому что этот бак теперь будет солярочный использоваться под бензин. Надо бы это не забыть сделать. Кстати, в прошлое видео не вошел фрагмент, как я варил траверсу коробки. Так, кстати, да, траверса уже стоит, все хорошо сварено вот этими вот руками. Ништяк, посмотрим, сколько продержится. Очень грустная картина меня ждала в подвале. К сожалению, за время моего отсутствия там побывала вода. Да, таяние снегов так просто не обошло этот гараж. К сожалению, там тоже была влага. Но сантиметра, я думаю, 3 не больше. Не спас даже бетонный пол. Ну, такой вот косяк. Вчера вечером поработал немножко без камеры, и получилось вот это вот чудо. Это чудо-педальный узел. Прикрутил, собрал, даже некоторые резинки подобрал, которые поживее были, ну, накладки на педали. Поставил максимально живые. Тут все подключил, появилось сцепление. Педальный узел сохранился от пикапа, но уже такой вот заколхоженный, переделанный, там все подварено, переварено. И в итоге тросик сцепления поставил тот, который и стоял. Немножко его доработал, и он подошел к этой коробке, к новой. Почти как заводской. Вот такой вот получился кастом. То есть педальки есть, тормоза есть, все встало как надо. Электрогидровакуумник тоже подключился к педальке отлично. То есть педальные узлы по своим основным креплениям даже не отличаются между скорпом и сиерой. Также подцепил уже тросик газа, но потерял где-то вот эту вот тягу промежуточную. Ее нужно будет колхозить из, наверное, тяги типа как-то замка открывания девятошной, либо чего-нибудь. Короче, здесь вот так вот на шары надевается. Нужно будет что-нибудь замутить такое. Без нее не вариант. Сейчас занимаюсь топливной системой, опустошил бак, и оказалось, что там почти 10 литров солярки было. Я думал, там вообще на донышке. Короче, вот топливный насос, не знаю, родной он не родной, похож даже на волговский. Топливный фильтр. Эту всю систему постараюсь сохранить. Куча шлангов, куча вот таких вот штуцеров накопил. Сейчас буду что-то собирать, чтобы подошло. Ну что, соорудил топливную систему, подключил насос, кое-что там переделал, лишние запчасти убрал. Да, я нашел даже лишние запчасти там. И вот впервые сейчас буду заливать в этот пикап бензин. Это исторический момент. Заливаю сейчас бенз, чтобы промыть немного бак. По-хорошему было бы, конечно, снять его, но чтобы снять бак, нужно снимать кузов. Эту штуку я трогать не хочу. В общем, заливаем, промываем, и все будет чистенько, хорошо. А внизу вот такая вот система получилась. Сюда встала площадка скорповая родная. Я ее немножко укоротил, то есть есть оригинальный даже фордовский крепеж для насоса. Хорошо. Он в такой вот резиновой штуке стоит, то есть вибрации от насоса и посторонние шумы по кузову не будут передаваться. Штатные трубки, обратки и подачи. Все здесь соединено, все красиво. Здесь вот такой вот штуцер встал, как я уже и показывал. Переход получается с большого диаметра на маленький. Ну, короче, все красиво. Получилось очень даже аккуратно. Провода пошли по вот этой вот поперечине. И сюда в штатное место прям в кузов заходят. Сейчас сливаю грязный бензин. И все. И система, в принципе, готова. Продолжаем наш очень странный свап. И чем же он странный? Тем, что вот проводку я вывел, да, как я уже показывал, снизу. В салон она ушла от насоса. Здесь вот штекер этот выходит. Сейчас я его подниму сюда наверх. И тут, кстати, выходит провод минусовой, коричневый, от этой фишки, которую я буду подключать сейчас. И как раз он коротенький. И как раз здесь есть отверстие с резьбой под вот такой вот болт. То есть массу окину прямо на кузов от насоса. Очень удачное место. Такую вот клемму медную все захерачу, и я думаю, будет круто. Не перестаю удивляться, как легко идет это все дело. Интересно, где будет косяк. Обычно, когда все очень просто получается, явно где-то есть косяк. Ну а так, топливная система готова. Здесь вот так все сделал. Короче, подача, обратка, все есть, все хорошо. И я думаю, ничего течь не будет. Потом подключу отдельно насос, прогоню систему, посмотрю, как вообще дело обстоит с бензином. И будет ли насос работать в таком положении, как я его там внизу поставил.
Да, кое-что забыл. А где топливные фильтры? Посмотрел я на эти бэушные топливные шланги, которые установил, и все-таки решил купить новые и сделать все по красоте. Также свое место занял и топливный фильтр от Largus, а на забор с бака я поставил дизельный фильтр грубой очистки. Я думаю, ему там самое место. Уверен, в баке еще очень много всяких какуль, поэтому пусть отсеивает хотя бы самые крупные частицы. Второй день вожусь с проводкой, и, ребятки, есть просветление. Тут все, короче, прозваниваю, ищу недостающий провод. Самое сложное было найти провод, который активирует мозги с замка зажигания. Вроде все просто, но от замка идет не напрямую в мозги, а через несколько реле. Из-за этого была сложность, и дополнилось все это тем, что отсутствуют необходимые схемы, как бы они есть, но все цвета абсолютно, проводки, все отличается. Так приблизительно что-то нашел, и вот это вот самый важный провод. Этот черный провод нужно будет подключить к замку зажигания. Я еще не подключал аккумулятор, не проверял, что по итогу будет, но я думаю, будет интересно. Итак, какой это весь процесс? То есть питание от замка подается на реле главное. Реле главное, как я обнаружил, оно вот здесь вот, получается, стоит, коричневое маленькое реле. После этого реле питание подается на 37 и на 57 пин мозгов. Как только питание поступает туда, мозги дают команду минусовую на реле топливного насоса. Вот он, короче, синий розовый провод. И активируется топливный насос. При повороте ключа он там типа на 3 секунды включается, немножко подкачивает и все. И запускаем машину. Мозг понимает, что двигатель крутится, все хорошо. При этом питание на форсунке, на ignition уже все как бы идет. Мозг дает команду работать насосу постоянно. Вот какой-то такой процесс. Кажется, ничего сложного, когда разобрался, но вот в процессе вот этого разбирания некоторые сложности были, но не сказать, чтобы сильно критично. В общем, вот такая вот картинка. Надо будет не забыть подключить реле, необходимые контакты замкнуть, повернуть ключ и понять, замыкает ли то, что должно замыкать. Вот такая вот эта вот электрика. Я, конечно, не хотел это все подробно снимать, и я как бы не снимал. Работа кропотливая, как бы если еще это на видео снимать, то это будет самый скучный видос на ютубе. Поэтому нам этого не надо. И как вы видите, обстановка за кадром такая темная-темная. Сейчас час ночи. В гараже нет света, потому что отрубили у всех кооперативов. То есть не знаю почему, надеюсь завтра в понедельник как бы с этим разберутся. И я вторую ночь тут сижу без света. Хорошо, есть вот такие вот фонарики. Ребята, да, называется главное желание. Да, возможность найдется всегда. Вот сейчас я с фонариками тут сижу и вроде как пока все получается. Тут все готово, сделал такую типа эмуляцию сработавшего реле главного. То есть сейчас, если поверну ключ и мы услышим звук пи, то это значит типа питание на мозги пошло. Ну, образно на мозги, потому что они отключены. Ну что, пробуем. Здесь мультиметр уже подключен, все хорошо. Поворачиваем ключ и ждем звук пи. Если он будет, то все, огонь. Да, пушка. Только интересует один момент. То есть, типа стартером, когда я кручу, вот это положение стартерное, да? Сигнал на мозги пропадает. Интересный момент. Вот это вот подозрительно. По идее, это должен быть. Иначе что, форсунки типа в этот момент не пшикают, ничего не пшикает? Не устраивает меня такая штука. А это уже утро следующего дня, и картина пооптимистичнее. Свет дали наконец-то. На улице светло, в салоне хоть что-то видно. Я подключил уже аккумулятор, и сейчас буду проверять, что будет, когда я поверну ключ. Мы должны услышать насос. Почему-то на постоянку. Почему-то работает на постоянку. Непонятно. Что-то мне не внушает доверия топливный насос, я решил его все же поменять. Благо, есть от Волги, всегда в наличии. Ну, круто.
Спасибо газу хотя бы за это. Разобрал старый насос, и я понял, что не зря заморочился с покупкой нового, потому что внутри все грязное, имеет значительный износ, и поэтому хорошо, что я его меняю. Подвожу итоги сегодняшнего дня. Здесь все стало так культурно, здесь тоже доработал, кое-что поменял, тут по хомутам, по шлангам, все красиво стало. То есть топливная система готова. Также подвел необходимые плюсы и минусы. То есть на стартер провод кинул, на генератор плюсовой провод кинул. Осталось только провод на возбуждение найти. Но я его нашел, он там уже есть, синего цвета. Его нужно будет подвести к генератору через морду. Тут все необходимые плюсы уже тоже нашел, все подцепил. Кое-что даже так вот обмотал. У меня хорошая матерчатая изолента есть. Вот, ей все здесь как бы в косу такую сплел. И получилось хорошо. Новый топливный насос работает, все ништяк, но все равно как-то шумновато. А самое интересное, сейчас я вам покажу. Я, в принципе, ничего не делал, но при повороте ключа насос стал работать нормально. 2 секунды, как и должно, перед запуском, вот так вот он, короче, прогоняет топливо. Ну, я вообще как бы не понимаю, как это получилось. До этого он постоянно маслал, то есть релюшка не отключалась. Быть может, массу хорошую сделал, еще что-то. Но сейчас все работает нормально. Странности. По идее, у нас все готово к первому запуску, но нужно поменять масло. Масло я уже купил, завтра солью всю эту жижу. Я помню, какая грязь была под клапанными крышками, и запускать мотор на старом масле это было бы очень неправильно. Завтра все солью, также залью новый антифриз, и там уже станет ясно, живчик или не живчик. Пока запустим без выхлопа, там кусочки штанов я подцепил, надеюсь, ничего там не спалят. А так, я думаю, все будет хорошо. Че, пробуем? Давай. Давай. Клемму накиньте. Ощущение, что у меня мозг отключается, когда я кручу стартером. Может быть. Сейчас, короче, плюс на мозги кину напрямую, типа от Акума. Сейчас. Готов? Да, давай, я снимаю. Нету? Что это значит? Это значит, что искры нет. Не знаю, что и может быть. Но я тебе говорю, сигнал с мозгов не идет, может. Опять. Может быть. Олега, Ау. здесь трамблер, наверное, вот трамблер стоит. Трамблер, может... Смотри фишку на него. Вот я ищу ее, блин. Так, что такое тут? Тут разъебано. Вот фишка. Фишка защелкнута, все хорошо. Я самое главное, ты не проверил, тут же катушка обычная. На нее питание-то поступает? Или не поступает? А кто-нибудь ключ повернет? Мне не надо это самый ключ поворачивать. Я сейчас тут повернусь. То, что мне нужно. Так. Короче, вот так. Вот так. Вот так. В кузов куда-нибудь. Питания нет. Давай. А теперь сейчас еще раз, подожди. Еще раз? Да. Нет, сюда нихуя не идет. Значит, проблема до вот этого провода. Тут уже лазили. Что-то делали. Что делали? Что прозванивали, все провода надорваны. Может, он тоже так мозг парил. На скорпе еще. Может быть. Что они сделали, что он перестал парить? Мне бы интересно узнать. Звонок бывшему владельцу. Да. Звонок бывший. Можно звонок другу?
Викторина началась. Короче, херня это все. Сегодня запуска не будет, я думаю. Ой, бля, спина уже Хина не болит. будет. Сегодня нет, а завтра попробую запустить. Заодно шланг куплю, да, надо не забыть. Подвел нас шланг от расширительного бачка до корпуса термостата. Все течет, там где-то трещина образовалась. Шланг дубовый, просто вон. Что это, блядь, такое? Короче, надо нормальный шланг. Может быть, это и к лучшему. Чтобы сразу уже запустить с антифризом, чтобы поработало, короче, до рабочей температуры прогрелось все. И уже нормальный запуск осуществить. Потому что это лажа реально. Я ухожу в закат. Не-не-не-не-не, это тот же день, я приехал сюда еще вечером и решил, что я все-таки сделаю сегодня первый запуск. Итак, что же я понял? Я понял то, что у меня нет питания на катушке. На форсунке питание поступает, на все релюшки питание поступает, не поступает питалово на катушку. Я стал искать, что к чему, и понял, что питалово не идет на катушку именно вот отсюда. Я начал прозванивать, куда идет вот этот плюсовой провод, который должен идти на катушку, и он заходит в салон. То есть, чтобы катушка получала питание, нужно от замка зажигания запустить еще коричнево-зеленый провод. Я его просто прикручу вот сюда и пущу на замок. Это питание главного реле, это питание катушки зажигания. Все это вместе включается от замка. Я думаю, все получится. И, возможно, сейчас произойдет первый запуск. Ну что, вторая попытка. Насос отработал. Бля, если заведется, будет очень-очень шумно. Ага, клемма. Клемма. Ладно, пробуем все-таки напрямую. Может быть, и надо и это сделать. Ну что, еще дублик, сейчас вам расскажу прикол. Так, 10 на вольтметр. Минус подкинул. Где? Это сюда. Показывает. Тут ничего не мешает, все нормально. А в чем был прикол? В общем, в том месте, где нужно было подключить коричнево-зеленый провод, торчало два таких одинаковых коричнево-зеленых провода. Я, в общем, один прозвонил и пошел, думаю, подключусь к нему. А когда стал его оголять и готовить к подключению, короче, я уже оголил второй такой же коричнево-зеленый, даже не заметил. Хорошо, что он шел в никуда и ничего не коротнуло. Потому что питание на катушку он, конечно же, не дал. Ну... И в то же время, короче, я запутался просто. Ладно, сейчас проверю еще раз, подключил ли я катушку. Конечно же нет. Автоэлектрика от Олега. Методом проб и ошибок. Наверное, оно всегда так, блин. На старых тачках. Я нацелен на запуск. Сейчас посмотрим, что будет. Насос. Зажигалово. Крутим. Тишина. Так, все-таки делаем напрямую, как я говорил, и пробуем запускать. Ну все, подключил напрямую, то есть в данный момент питание катушки и питание главного реле блока управления, оно никак не зависит от замка зажигания. Пробуем. Я что-то не понимаю ни хренища. Опа, пацаны, веселуха. Прозванивал я провода, получается, от трамблера до катушки. Плюсовой бьется, все хорошо, а тот, который типа на тахометр сигнал дает, ну и получается подключается к этой минусовой клемме катушки, он почему-то не звонился. Я думаю, надо искать. Тыкнул раз, тыкнул два, ничего не нашел. Копаюсь такой дальше, иду по проводу. Опачки! Так я долго тебя искал. Короче, распутываю косу, восстанавливаю провода и наконец-то, я думаю, заведется машина. Вот и все дела. Ну что, очередная попытка, все подключено как должно быть, проводка восстановлена. То есть сейчас питание насоса и питание ЭБУ, все от замка как должно в принципе быть. Так, что ему сейчас-то надо? Питание катушки есть, питание мозгов есть.
Насос гудит. Искру проверить надо бы, наверное. Кинуть соплю напрямую, как я и хотел. Ну что, еще попыточка. Сопля кинута напрямую, то есть питание сейчас на мозги идет напрямую от аккумулятора. Ёпта! Да, детка! Вот это пушка, блядь! Я в шоке! Не глохнет, блядь, не глохнет! Зарядку не успел проверить, конечно. Фу, надымил. Фу, бля, я такой радостный. Ёпта, наконец-то, блин. Теперь надо понять только, что сделать с питанием на... Фу, бля, ничего не сделать, дайте подумать. Бля, я так рад. Капот закрыт, и это значит на сегодня все. Поставил новый шланг на расширительный бачок, то есть теперь все там хорошо. Залил антифриз, нигде не течет, то есть красава. Машина в принципе готова даже к выезду, к такому пробному, но это уже в следующей серии. Большое спасибо, что смотрели это долгожданное видео. Всем всего хорошего и пока.